Женщина получила известие о гибели брата, но потрясения обрушились с большей силой, когда она решила сообщить о произошедшем другу. Тот посмеялся и передал трубку погибшему, и объяснить этот случай не смогли даже врачи. У жительницы польского города Еленя-Гура, пожелавшей остаться неназванной, были не лучшие отношения с братом по имени Збигнев, который часто бродяжничал или мотался по бесчисленным знакомым и друзьям, пишет Интирадия. Однако, когда женщина получила известие из 5-го военного госпиталя в Кракове о кончине родственника, семейные ссоры забылись. Сестра готова была в тот же день выехать, чтобы увидеть родственника в последний раз, но врачи отказали. Из-за коронавирусной обстановки на прощание с близкими в стране наложен запрет. Женщине позвонили из больницы и сообщили о кончине ее брата. Врачи поспешили. Все, что оставалось делать горюющей полячке, так это договориться о достойных проводах умершего и кремации его тела, а также позаботиться об осиротевшей дочери брата. Все мысли женщины были только о том, каково ее брату по ту сторону, нашла ли его мятежная натура успокоения. Кое-что о загробном опыте может рассказать писатель из Ливерпуля, который во время тяжелой операции узнал, что ему еще нужно задержаться на этом свете неведомые силы, даже показали ему будущую жену. Польский город Краков – то еще мистическое местечко. За день до запланированного захоронения сестра, признанного погибшим мужчины, связалась с живущей в Кракове дочерью его друга. Та тут же решила передать трагическую информацию своему отцу, но мужчина посчитал звонок розыгрышем, ведь его старинный друг Збигнев в этот момент сидел рядом с ним на диване. Большее потрясение испытали только родственники старичка из Индии, который решил подать признаки жизни только в тот момент, когда его уже собирались хоронить. Все участники необычной польской драмы тут же пришли в движение, пытаясь выяснить, как такое могло произойти. Сестра непогибшего мужчины уведомила все соответствующие ведомства о возникшей ошибке и в последний момент остановила кремацию человека, который считался ее братом. 5-й военный госпиталь в Кракове, где якобы скончался брат полячки. Однако приостановить выдачу свидетельства о смерти не удалось, и теперь у счастливчика Збигнева большие проблемы. Мужчина на данный момент не имеет действительных документов. Он даже не может получить медицинскую помощь, не говоря уже о пособии по безработице, ведь по всем документам он мертв, несмотря на то, что он отлично себя чувствует, не считая вывихнутой ноги. Я оступился, и у меня сильно заболела нога, но ни одна скорая не забрала меня в больницу, так как по документам такого человека, как я, больше не существует. Я не могу уехать в Германию на заработки, я не могу прийти ни в одно государственное учреждение. Меня нет, поделился мужчина. Пока что власти устанавливают, как могла произойти такая фантасмагорическая ошибка, а Збигневу тем временем приходится думать, как восстановить себя в правах и кому именно нужно доказать, что он все еще живой человек. С похожей проблемой столкнулся мужчина из Индии, правда чиновники в его городе оказались порасторопнее, и после небольшой истерики его жены восстановили его в правах. А вот семью китайца ждал аттракцион покруче. Родственники долго плакали перед урной с его прахом, когда он наконец-то решил заглянуть домой. После долгих проверок мужчину приняли обратно, но стало страшно, над кем тогда они все это время лили слезы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.